Сегодня особый выпуск. Приготовим блюдо из меню придворной корейской кухни, а также и для праздничного стола на часок 1 октября. Нам потребуются кедровые или грецкие орехи. Традиционно используются кедровые, но можно и грецкие тоже. Мы должны порубить орехи ножом или измельчить любым другим удобным нам способом. В общей сложности нам понадобится 4 столовые ложки рубленых орехов, 2 из которых мы используем для маринования фарша и 2 оставшиеся для топпинга. Их лучше не убирать с доски, потом увидите почему. Приступаем к маринованию фарша. Говяжий фарш 350 грамм, у меня получится 8 маленьких котлет. Из этого объема еще иногда используйте говяжий и свиной фарш вместе в современности, но традиционно это говяжье мясо должно быть. Добавляем сахар 2 столовые ложки и соевый соус 2 столовые ложки. Затем кунжутное масло 1 столовую ложку. И подготовленные орехи кедровые или грецкие 2 столовые ложки. Натертая на мелкой терке сладкая груша 2 столовые ложки. Если нет, можно пропустить, но с этим, поверьте мне, будет гораздо вкуснее. Далее клейкая рисовая мука 2 столовые ложки. Если нет, можно заменить на пшеничную муку или крахмал. Затем молотый чеснок 1 столовая ложка. И мелко нарезанный зеленый лук 1 столовая ложка. Иногда еще добавляют грибы или лук мелко нарезанный, но это уже другие варианты. Перемешиваем. И добавляем немного черного молотого перца по вкусу. Вообще у этого блюда его готовят в очень разных многих вариациях. Еще раз хорошо перемешиваем и отставляем пока немного в сторону настояться. За это время сделаем соус. Соевый соус 1 столовая ложка, заливаем в какую-нибудь глубокую миску, удобную для перемешивания, и вода 3 столовые ложки. Затем добавляем мед, у меня акациевый мед, можно заменить на сироп или сахар, если нету меда, 1 столовая ложка. Кунжутное масло 1 чайная ложка. Заливаем и все хорошо перемешиваем. Это наш соус, оставляем его пока в сторону настояться. И приступаем к тому, чтобы сделать котлеты. Мы лепим котлеты любой желаемой формы и размера. В Корее существует очень множество всяких разных вариаций. Вы можете зайти в Инстаграм, вбить название Токкальби и посмотреть. Я делаю такие маленькие, кругленькие. Учтите, что еще в процессе приготовления они уменьшатся в размере. Вообще традиционно это блюдо, это из придворной королевской кухни, и это ел император, поэтому раньше изначально это делалось так: снималось мясо с ребер, мелко нарубалось как фарш, мариновалось и надевалось на косточку от ребрышек и так жарилось, потому что император не хотел испачкать руки в жире и предпочитал есть это вот так вот, держа за косточку. Но мы готовим современную уже вариацию, когда это могут готовить и есть все. Нагреваем сковороду с растительным маслом, 1 столовая ложка. Закладываем туда уже подготовленные котлеты, стараемся при этом не повредить их форму. И жарим котлеты с обеих сторон до золотисто-коричневого цвета. Жарим мы на среднем огне, чтобы котлеты и хорошо поджарились снаружи и в то же время успели пропечься внутри. Когда котлеты с обеих сторон уже пожарены, мы можем, вариант первый, либо смазывать их понемногу соусом и переворачивать со стороны на сторону, и так еще в течение 5 минут их томить на слабом огне, или же залить соус весь целиком и так томить котлеты в соусе 5 минут на слабом огне, периодически их переворачивая. Второй способ, мне кажется, гораздо проще и удобнее. И через 5 минут, когда котлеты у нас уже готовы, берем наши кедровые или грецкие орехи, 2 столовые ложки оставшиеся, и можно подавать как котлеты. Можно положить их по одной и сделать вот такой вот топпинг горсточкой, или же можно положить их редком
друг на друга, что мне кажется гораздо красивее. Но опять же, зайдете в Инстаграм, посмотрите, есть множество всяких вариантов. И вот таким способом, используя нож, можно сделать ровную линию из орешков. Очень красиво и эффектно, мне кажется. Ну и, собственно говоря, блюдо наше готово. Мы подаем его к столу. Вообще-то блюдо, оно, как правило, праздничное, потому как я говорила, оно относится к придворной корейской кухне, и раньше это могли есть только император, императрицы, ну и придворные, все, кто были при дворе. Вообще блюдо необыкновенное, вкусное. Попробуйте, лайкайте, подписывайтесь.